Меня зовут Александра, мне всего 15, и я родом из Екатеринбурга. Я знакома с хозяйкой, потому что мы вместе играли в театре. И она пригласила меня сюда на ферму по дружбе, поволонтерить, вообще посмотреть, как это сельская жизнь. Я человек, который к этому не привык абсолютно. Когда я приехала сюда, для меня все это в новинку было, весь этот труд, сельское хозяйство, ухаживать за козами. Написала один раз вечером, такая: Соня, не хочешь ли ты поехать со мной на ферму поработать? Я говорю, ну, наверное, я правда коров боюсь, и боялась, что здесь будут коровы. Мне сказали, что козы. Я такая, ладно, поехали. Соня — это вот моя подруга, которая со мной сюда приехала. Вдвоем освоились и сейчас здесь, как уже местные жители на этой ферме. Я надеялась, что мы поедем на 2 недели, но в итоге это 4-я неделя идет уже. Я не любитель вообще вот такого вида отдыха. Для меня это абсолютно все в новинку. Я не поняла, как я тут буду, потому что, телефон, я привыкла все-таки там всякие тиктоки, инстаграмы. И тут, когда я приехала, тут есть, конечно, и связь, интернет, но я забыла про телефон. Он мне не нужен, потому что я постоянно на природе, постоянно на улице. Мне это понравилось, то, что я забыла хотя бы на несколько недель о том, что такое постоянная коммуникация в социальных сетях и прочее. Я научилась чуть-чуть варить сыр. Теперь я знаю, что делают с молоком после того, как мы доем, там, пастеризация. Я это все наблюдала, сама пробовала чуть-чуть. Короче, вообще, тут очень классно. Мы не относимся к тому поколению, которое сейчас растет. В основном сейчас мир так построен и идет в том направлении, чтобы люди ничего не делали, а были просто которыми легко управлять. Я был так поражен вот именно тому, насколько у них широкий кругозор. Понял, что я хочу быть тоже как они. И тоже в этой сфере я хочу также много знать, заниматься. Модель вот нашего скромного бизнеса такая, что просто сдохнуть проще. Экологически чистый продукт делаем. Мы не пичкаем никакими антибиотиками. Более он затратный путь, но зато полезен для человека. Мы живем в эпоху экономики впечатлений. То есть когда люди уже, они хотят что-то съесть, получить удовольствие и одновременно что-то узнать. И стать немножко даже лучше. Перфекто. Никогда не думала, что фермерское хозяйство, оно может быть таким трудоемким и трудозатратным. Это сложно. Первый день не задался. Нам не понравилось вообще здесь. Мы не привыкли рано вставать. Тут пришлось рано встать. Это во-первых. Во-вторых, мы ждали, что нам скажут, что делать. Типа покажут, расскажут. Нам ничего не показали. В конце дня обвинили, что мы лентяйки. Сказали, что ни одни волонтеры здесь долго не держатся. Это нас расстроило очень сильно, и мы были очень подавлены. Звонили родителям, говорили, заберите нас отсюда побыстрее. С управляющим были такие напряженные отношения. Мы не понимали его чувство юмора, он не понимал нас. Но в итоге сейчас все хорошо, он даже попросил остаться, заменить его, пока он уехал. Мы сами для себя сделали какие-то выводы, поняли, что нужно самим здесь работать, не ждать, пока тебя тыкнут носом во что-то. И поэтому это уже удовольствие. Не работа, а удовольствие. Я вообще благодарна, что хозяйка предложила мне это. Спасибо большое Светлане. Она начала эту ферму 6 лет назад, и она изначально планировала делать сыр. И она, как юрист, когда вникала в этот процесс, она изначально понимала, как это сложно. Но у нее получилось развить ферму до такого уровня, который есть сейчас, и я просто восхищаюсь. Мне сено надо будет загрузить. Минут 40. Все. Поначалу мне многие говорили, как ты же юрист, там, управляющий партнер, ты сейчас вот с этими козами, ты вообще прям, это же там, как твоя репутация, там, просто, это же, ты все потеряешь, все, что наработала. Не было внутреннего понимания, что я юрист, просто у меня, когда был выбор в 11 классе, куда поступать, у меня папа сказал, у тебя нос как у тети, а тетя в то время была юристом. Значит, ты из себя получишь хороший юрист, иди в юридический, все. Глупость, не глупость, но случайность. Просто в швейцарских горах, купив козий сыр,
И посмотрев, вот как там он вообще делается, я увидела вот этот маленький домик, 100 коз, там 2 человека что-то ходили, делали. Я говорю, ну у нас в каждой уральской деревне можно вообще вот построить такую ферму, и все будет прекрасно. Я решила, что это место силы, можно загадывать желание. Ну и вот, загадал желание, оно сбылось. Потом я очень долго сопротивлялась самой мысли, потому что мне казалось, это глупость, какие козы, какое молоко, какой сыр. Вообще, вот я офисный сотрудник, я неплохой юрист, у меня вроде все тут получается, у меня все хорошо в этой жизни. А потом в сентябре у нас ввели санкции, и я прям ощутила, думаю, почему я такой тормоз? Сопротивляться собой мысли о том, что надо попробовать, было уже тяжелее, чем начать делать. Вот теперь вот 5 лет прошло, и 5 лет я работаю, кроме того, что юристом, еще работаю фермером, сыроваром, в общем. Бойтесь своих желаний, потому что если они сбываются, придется работать. Вот так. Реально байкеры какие-то пригнали. Как вы про это место узнали? Сторис увидела, и поэтому мы решили до сюда прокатиться. Сейчас вы подождите, мы вас с сыриком угостим. Мы сейчас тут будем готовить рис с грибами, с сыром, пекарина, паршина. Вы у нас будете гостями. Надо же гостей чем-то удивить. Сейчас сезон лисичек. Ну, это у нас эксперимент с вами. Не отработанный рецепт. Реально получается, что приезд на ферму – это как подзарядка. И мне, с одной стороны, когда какие-то там юридические всякие вопросы, и я знаю, что вот есть еще ферма, такое переключение, из-за того, что совершенно разные возникают вопросы, да, возвращаясь с выходных к задачам своих клиентов, да, в понедельник, я на документы смотрю совершенно свежим взглядом, отдохнувшим умом, и я по-другому их вижу. И мне кажется, что я работаю еще эффективней. Тут, значит, тут козы, тут заботы, тут надо приготовить, так сейчас приедут гости, тут, значит, рассказать про сыры, тут столько вопросов, и все, и ты весь такой полностью погружен совершенно в другую деятельность. Так, у нас, вот смотрите, как красиво поджарились грибочки уже. Вкусно, да? Скажите, вкусно. Такое что-то делаешь, кайфуешь. Процесс, когда ты что-то готовишь, ты точно что-то создаешь. В фермерстве точно вот то, что ты сделал, такой результат ты и получил. То есть не получится так, что там, ну, у тебя там коллега виноват или там, не знаю, власти там что-то там, закон приняли, да? Ну, коза дает тебе столько молока, вот сколько она вот может дать при нормальном кормлении. И надо быть готовым к тому, что будет очень много ситуаций, в которых никто тебе не даст правильного ответа. То есть очень много решений нужно принимать, вот, исходя из собственной ответственности. И пока это вот сложно для очень многих. Если я вижу, что с козой что-то не так, мне нужно самой принимать решение, ехать за ветеринаром, а у меня, может быть, даже времени нету, да, чтобы за ней поехать. Или я уже примерно должна знать, что это такое, но времени для принятия решений очень мало. И переложить ответственность на кого-то другого не получится. Сыр потом будем натирать, когда готово будет, да, чтобы сразу туда засыпать. Так, июнь. Это июльские уже положили. Также есть вот такие маленькие головки. Это у нас пармезан. 4 месяца. И она вот прям уже прям прекрасная. Это сыр, который просто очень твердый, его очень вкусно есть. Вот здесь посвежее головки. Причем все эти рецепты мы придумали сами, методом проб и ошибок. Была определенная технология, экспериментировали с заквасками, со сроком созревания. Ну вот, видите, прекрасный результат. Я же должна сама попробовать. Как сомелье пробую. Угу. Свежий срезанный сыр – это нечто. Держите. Так, держите. Спасибо. Городской потребитель готов переплатить за хорошую продукцию, а фермер в деревне на самом деле об этом не догадывается. Не знает, где ему взять этого потребителя, где ему его найти, как к нему прийти, дать попробовать, чтобы он стал его покупателем. Проблема очень большая между коммуникацией между фермером из деревни и потребителем из города. Вот если эту коммуникацию выстроить прямо, то ну, прям шикарно будет. И фермер будет расти, и потребитель будет счастлив.
заказ. Доброе утро. Ваш заказ? Нет, спасибо. Пока? Все, спасибо. Молочные продукты на высшем уровне. Это очень вкусно, это полезно, и это не страшно дать детям. Потому что вкуснее сыров мы не ели, творога тоже. Потому что все делается с любовью. Я вижу, как они трудятся, супругу Михаил все время выкладывает все ролики в Инстаграм, я отслеживаю, кто как родился, кто как подоился. Видно, в каких стойлах стоят коровы, козы, видно, как их доят. Но вот этот процесс супругу Михаила все время показывает, даже как она варит сыры, и это внушает доверие. Мы во всех абсолютно процессах участвуем. Кормление, доение, уборка, переработка молока, упаковка, транспортировка, продажа. Это все наше дело. Я инженер-электронщик вообще по образованию. 20 лет просидел в офисе. В офис больше меня не загнать даже под дулом автомата я не пойду. Один есть чудесный знакомый. Приехал к нам в гости на Новый год. Естественно, закусывали сыром. И он в конце концов сказал то, что должен был, видимо, сказать. Я бы вас купил. Ну и все. И понеслась. Этим начали заниматься, это же все было связано только из-за здоровья детей, потому что дети аллергики, и детям нужен качественный белок. Питание имеет огромное значение, потому что качественный белок – это строительный материал каждой клетки твоего организма, каждой. Когда мы с младшим третьим ребенком попали в больницу, у него были очень сильные ожоги на теле. И вот нам привозят туда, в больницу, сыр наш домашний, молоко наше козье, творожок козий. И у ребенка очень быстро начинает восстанавливаться кожа. И хирург, который нас вел, палатный врач, спрашивает: скажите мне, пожалуйста, чем вы кормите? Такое вижу впервые за всю свою практику, что так быстро восстанавливаются кожные покровы у ребенка. И мы обошлись без пересадки кожи. Самое трудное – это то, что происходит каждый день. Все время животные. Ты всегда за них в ответе. В любой момент кому-то… Они живые. В любой момент кому-то из них может стать нехорошо. Но так как у нас ферма маленькая и подменить нас некому, мы всегда на посту. У меня есть фотографии. 1 января, 5 утра, я даю корову. И был такой чудесный день, 19 июня. Я в обед вышел во двор. Думаю, вот у меня свободная минутка образовалась. Я взял чаю, взял книжку. Даже модель книжки могу вспомнить, я их очень редко читаю. Я только сел выпить чаю, почитать книжку, как у меня отелилось сразу 2 коровы. И все. С тех пор моя жизнь круто изменилась. В прошлом году мы выезжали на 4 дня в Турцию с мужем. Быстро сели в самолет и улетели на море. За это время одна коза умудрилась родить в наше отсутствие. И роды принял сын, которого я готовила специально. Я ему сказала: вот мы сейчас с тобой несколько месяцев тренируемся к тому, что мама не будет дома 3 дня. И он был к этому готов. Он хорошо пасет животных. Он пасет 4 часа в день, потому что он получает за это зарплату. Это его цель. Да, я не бесплатно работаю. Я химик-олимпиадник, периодически пытаюсь податься в творчество. Но все началось с животных. Из-за того, что я, сколько себя помню, я жил на природе, я научился наблюдать. И самым логичным производным от интереса к животным и желания узнать, как работают те или иные механизмы, мне кажется, является химия. Дальше всероссийский этап Олимпиады, конечно же. Эти вещи, они всегда видны в семьях. И надо просто идти за детьми. И поэтому, когда он уже подрос, я искала возможность, чтобы он занялся стыком химии-биологии.
А Фадей, он в этом процессе все время. Вот корова рожает, я пойду смотреть. Приходишь вечером с фермы, уставший, с ног валишься. Фадей может себе сделать горячих бутербродов. Меня всегда удивляло, что интересного может быть в животных. Я городской человек, которому никогда не были интересны животные. Мне вот интернет, потусить, куда-то съездить. А вот сейчас приезжают городские, вот они смотрят на животных. Я смотрю на их реакцию, они счастливы. Я так долго думала, почему же они так счастливы. А потом я поняла, потому что они становятся частью природы в этот момент. Добрыня им улыбается, и они понимают, что вот она, связь. То есть это вот на лице все написано. А для меня это, естественно, каждый день одно и то же. И то я заражаюсь вот этой энергией. Вот ты подоил козу, у тебя в руках бидон молока. В молоке куча энергии. То есть есть какие-то вещи, которые действительно работают. Человек нечто большее, чем просто физика, да? Поэтому то, что мы едим, есть такое понятие, мы то, что мы едим, и ведь это касается не только там, мяса или там, траву, да, но это в том числе и как сделано, кем сделано, насколько натуральное. Потому что мы такая же часть природы, как мне кажется, как те же козы, но просто мы немножко своим мозгом все это к себе отдаляем, но фермерская еда, она, дает единение. Даже в город я приезжаю, делаю утром яичницу, отрежу своего сыра, и прям и ты чувствуешь, что, кайфово. Вот он результат, он вкусный, он яркий, и ты прям ешь, и ты понимаешь, что ты не просто что-то там заглотнул, да, на завтрак, а ты прям кайфуешь от этой яичницы. Оль, привет. Тут гости приехали, но они не бронировали. Точно? Точно. Ну ладно, тогда придется огорчить людей. Да? Алло. А тут приехали еще гости, но они уже бронировали. Их начать встречать, рассказывать истории. Хотите ли сначала немножко прогуляться по ферме? С удовольствием. Вот это, значит, как наша жилая зона? Ну вот, когда гости не могут доехать сами, мы их возим на своих машинах. В этом году вообще получился какой-то такой наплыв. И у нас вот в прошлую субботу вообще просто мест свободных не было, в позапрошлую тоже. В принципе, он, конечно, еще не совсем готов, но один можно попробовать. Мы же не сыровары, так, можно сказать, что мы в этом смысле начинающие. Дикий сыр, можно сказать. Примерно месяца 3, наверное. Пап, где ребра? Ребра тут. Да, вот. Тут у нас домик, где хамон выдерживается. Растительные масла мы там покупаем. Покупаем соль, перец, какие-то минимальные специи. Но все остальное – это наши продукты. Овцы, козы, осторожно, коровы, свиньи разных пород, в том числе кудрявые свиньи, порода венгерская мангалица и ослица. Нет, это тоже свинья. В прошлом году по осени ходил медведь. А лосей в этом году много мы видели, очень. На самом деле и ферма, и плоды природы. Вот это еще сныть молодая, такой вечный сорняк, который сильно любит. А он на самом деле тоже очень вкусный и полезный. Находят на TripAdvisor, звонят, бронируют заранее. О, дети проснулись. Планы на день идут, по работе планы. Мы поняли, что 30-35 человек в день – это еще нормально. А вот больше – это все-таки мы очень сильно устаем с ребятами. Приезжают сюда люди, которые хотят увидеть, как живет деревня, как живет небольшое фермерское хозяйство. Тут же пойти в ресторан, где вкусно, интересно готовят из продуктов, которые здесь появляются. Здесь же могут переночевать, отправиться в лес за грибами, отправиться в лес на всякие познавательные, развлекательные экскурсии. Хочется такое место создать, такое самодостаточное, чтобы у нас здесь было бы прям все свое, и мы полностью вообще не зависели бы от того, что там происходит в Москве где-то еще, чтобы люди просто сюда приезжали, и вот нам... И мы ездили только по собственному желанию, если у нас будет время поразвлечься, вот выехать отсюда захотелось. Аж так, чтобы вот весь
весь бизнес и способ заработок денег, он концентрировался здесь, в этой маленькой деревне. Ну, в этом смысле это такое некое желание построить полноценную экосистему. Есть фраза, что мы живем там в эпоху экономики впечатлений. То есть, когда люди уже там, они хотят даже не просто съесть что-то, насытиться, и даже не просто съесть и получить физическое удовольствие от того, что это вкусно, а они хотят как бы что-то съесть, получить удовольствие и одновременно что-то узнать. И стать немножко даже лучше в этом смысле. Что съел, узнал какие-то новые вещи для себя, душ, а я тоже могу чуть-чуть там как-то иначе, может быть, жить или задуматься об этом. Мне кажется, что это по форме это может быть простенько, а по содержанию очень высокого класса должно быть. Потому что люди должны получать удовольствие от того, что они получают что-то настоящее такое. Если вкус, то прям вообще такой вау-эффект должен быть, да? Мы здесь остались. Вам не нужны разнорабочие? Марфе 6, да. Потом идет Алешка, ему 12, вот как раз исполнилось недавно. Вот он у меня как раз правая рука такая, он мне все помогает. Потом идет Петя, у нас за горячий цех отвечает, ему 14. И Варя, ей 16. Она отвечает за зал, гостей, день, ну, считает все, подсчитывает. Петьке вообще в этом плане, он огонь всегда любил, он как-то его поймали на том, что он в 5 лет ему было в московской квартире на кухне на полу развел костер. И я поняла, что с этим надо что-то делать. И единственный вариант был просто его научить обращаться с огнем. И вот он с 5 лет, в принципе, вот в деревне, там у нас там был такой просто сложные кирпичики типа мангал, вот он с папой сначала начинал, где-то лет с 6-7 он уже мог сам разжечь костер, а с 8 уже даже, в принципе, уже там жарил сам мясо. Они сами прибежали, мы хотим тебе помогать. Я говорю, давайте так, я не хочу, чтобы была какая-то разовая помощь. Если вы хотите, я вас учу, вы помогаете, вы зарабатываете. То есть я вам буду платить зарплату, вы там чаевые, если оставляете, там будете, там у нас свой принцип деления, делите чаевые ваши, и вы получаете зарплату. И тогда, да, на постоянной основе. Если нет, то до свидания. И главное запомните, говорю, второе правило, на работе я у вас не мама, я ваш начальник. Я могу накричать, могу сделать замечание, могу что-нибудь грубо сказать, если вы там медленно работаете или нерасторопно. Могу, говорю, я штрафовать. Периодически, конечно, возникают конфликты, периодически они начинают: мама, ну что ты так? Я сейчас не мама, я ваш начальник, все, хватит. Встали, работаете. Это не игра, это школа. Они все втянулись, в общем, и для них это и для них заработок, и игровой момент, а это еще и такой семейный тимбилдинг, на самом деле, что мало сейчас в современном мире есть возможность своими детьми проводить за каким-то делом много времени, там, много часов в день. Вот. А здесь это происходит, то есть получается, что это такой как корпоратив, по сути дела, семейный корпоратив. То есть вроде мы работаем, но с другой стороны мы вместе. Я пытался не лапать. У Оли с ресторанным бизнесом давно связь жизненная есть, она там 2 ресторана открывала, как бренд-шеф. Вот, и поэтому мы договорили довольно давно, потому что нам надо здесь сделать свой ресторан. Да. Но было всегда ощущение такое, сделать ресторан — это там, отгрохать здание, какую-то кучу денег. А как можно вот без этого? А вот если сделать на полянке в лесу шалаш, да, то может ли туда кто-нибудь прийти? Да, оказывается, может. Вот. То есть, на самом деле, иногда такие простые, неочевидные вещи. Здравствуйте. Здрасте. Я Стас. Очень приятно. Приятно. Здрасте. А вы бронировали? Да, мы на 6 как раз. Замечательно тогда. Я работал журналистом в проекте «СНОП», креативным директором. Даже уже не журналистом, уже как бы медиа-менеджером в тот момент. Ну и просто мы увлеклись готовкой, так с моим другом, там, с женами. И, соответственно, стали там искать продукты. Это был 2009 год, может, и 2008 даже еще. Сейчас, я считаю, гораздо более многообразная гастрономическая палитра стала вообще в России. Сейчас вроде при санкциях живем, но как бы сейчас круче стало. И вот нашли какие-то продукты, там, завели блог, начал его там вести и писать там, что вот мы там вот что-то покупаем там для себя, хотите, привезем вам. В момент расцвета, наверное, несколько сот фермеров было в кооперативе. Меня, в общем-то, знакомство с фермерами очень сильно вдохновило. Я видел люди, кто-то какой-то был журналист тоже, кто-то какой-то дизайнер, кто-то был какой-то там менеджер по продажам, кто-то, не знаю, арт-дилером был. Потом бац, они там фермерами стали, у них что-то стало получаться. Я так говорю, класс, люди чем-то недовольны своей жизнью, а потом они эту жизнь меняют, и у них получается. Думаешь, клево вообще, классно.
Я тоже хочу так. Ощущение счастья, оно присутствует. Для меня это просто такое маленькое детство. Когда все вот так вот. Мы же тоже в детстве в деревне росли. Да? Ну, вот видно, деревенская жизнь. Здесь вкусно. Во-вторых, красиво, по-моему, потрясающе. Для меня лично. Хороших выходных оставшихся. Спасибо. До свидания. Мне нравится видеть, когда гости довольны, уезжают счастливые. То есть ты прям вот реально видишь в их глазах такое счастье, наполнение. Они такие вдохновленные вкусной едой, общением с козами, вот этим местом. И они прям уезжают довольны. И ты как бы думаешь, ну да, в принципе, ты не ошибаешься, да. То есть ты как бы в других людях вот видишь подтверждение того, что, ну да, ты как бы, это не только тебе нравится. Все, это как это, ты не сумасшедший. Я не могу сказать, что это прям важно, да, но это очень приятно и это очень питает. Когда то, что ты делаешь, другие люди воспринимают с огромной радостью, и они как бы, они наполняются, и ты наполняешься, все такие довольные. А ты отличник? Я? Нет. По окружающему у меня почти всегда пятерки. По окружайке? Да. Что ты знаешь по окружайке про коз? Про коз? Да. Про коз не очень много, по крайней мере, про то, что у них зрачки квадратные. Ничего тут особенного такого завораживающего там нету, но в это место как-то влюбляешься по-своему, и здесь меняется немножко мировоззрение. Ну, ты становишься, правда, проще. Даже когда приезжают гости, мы стали, ну, как бы проще к этому относиться. Вот как есть, так есть. Зачем что-то придумывать, рассказывать, если у этой фермы, у нас там своя история, и нужно рассказывать ее, а не о том, как все хорошо. Всегда есть трудности, всегда есть уже плюсы. Я думаю, добавилась простота, несмотря на то, что как бы мы и так долго дружим, но мы стали больше говорить о таких темах, которые бы мы никогда не затронули, живя просто в городе, в обычной обстановке. И во мне, и я думаю, в Соне тоже мы стали более открытие вообще к миру. Говорят, что я стала спокойнее гораздо, чем была до этого. Там, уравновешеннее. Потому что я очень такая буйная. Тут гораздо спокойнее стала. Это, вот, наверное, самое главное изменение во мне. Вот так. Вообще планирую стать строителем. Не вылетает из головы уже 2 года. И я думаю, что вот нашла уже факультет строительства уникальных зданий и сооружений. Вот. Планирую, готовлюсь. Я недавно была в Крыму, вот проехалась по Крымскому мосту. Это, ну, хороший мост, мне понравится. Это фермерское хозяйство мое, Петрищева Ефима Сергеевича. По адресу находится Республика Крым, Красногвардейский район, село Колодезное, улица Птицеотческая, дом 15. В Советском Союзе это все действовало, работало, потом развал, и уже здесь никто ничем не занимался. Руслан — это мой друг, одногруппник. Мы познакомились с ним, когда в колледже учились, подружились. Затем в университете вместе учились на агрономов. Это мне сколько, 23 было? Сейчас 24. Ну, когда я учился в колледже, получается, отец мне как бы закинул такую идею. Думаю, попробую. Закупил овец и вот сам уже действую. Предприятие открыл. Люди официально работают. Я Руслан Степанович, это пастух. Мой дед этим занимался когда-то, которого я не видел. Почему-то у меня с детства было желание заниматься овцами. Мы, в принципе, с друг другом очень хорошо ладим всегда, в любых моментах, слава богу. И поняли, что совместно можно как-нибудь позаниматься, попробовать и создать, и кормить население Крыма и гостей Крыма вкусным экологическим мясом. Здесь мы не травим людей,
а экологически чистый продукт делаем. Мы не пичкаем ее никакими антибиотиками, то есть более он затратный путь, но зато полезен для человека. Они пасутся у нас где-то до 9, до полдесятого утра. Когда начинается жара, они сами уходят от жары. Они пьют воду и в тень заходят, да. Ну, больше 40 бывает. 38, 39, это в тени, 40, температура в тени, самое такое. До 40 у нас в тени, то есть летом очень жарко. Поэтому у нас подъем в 4 утра. И на вечер выходят, с 6 до 10 вечера они пасутся. Во время окота это Да. вообще ты почти не 2-3 спишь. часа спим, когда овца рожает, получается, ягненка. А тут пристальное внимание надо. Ленивый здесь, не вывезет ничего. Это от души должно идти. Да. Мы с удовольствием делаем. Мы некоторую работу, понимаем, я как вызов принимаю, как тренировочку такую. Раз, и пошли, да, там, весело. Обычно с деревни в город едут, а мы решили сюда. Да, многие удивлены с этого. Пойдемте, покажем вам здание. Заходим сюда. Привели в порядок, как вы видите, здесь больше 1000 квадратов. Отдыхают, видите, наелись. Жарко им на улице. Будь здорова. Видите как? Вот он, самец, видите, подошел. Вот он. Куда пошел? Оп, видите его? В учебниках это вообще абсолютно Конечно. даже близко не стоит. Все, что мы учили, Да. в итоге приходим на практику, и мы не понимаем, что нам там рассказывали, здесь совсем все В по-другому. хозяйстве совсем по-другому. И мне сказали, что есть такая тема, как грант получить можно от государства. На развитие, то есть безвозмездный. И буквально за 6 или 7 дней до подачи всех документов я начал только собирать их всех. И я быстро очень собрал документы и подал, то есть защитил бизнес-план, и мне еще государство, то есть на развитие даже 1,5 миллиона дало. Я обосновал тем, что на поголовье закуплю, и в течение 5 лет я должен показывать плюс, что у меня идет рост поголовья. У меня было 150 там с чем-то, сейчас уже где-то больше 300 уже. За счет рождения, да. Мы получили ягнят. До этого у меня свое поголовье было небольшое, около 60, может, голов было, да. Но это еще года 3 назад, а сейчас уже более так, уже ферма. Кухню здесь сделали для себя, душевую, то есть все здорово. Условия сделали, создали все. поэтому хорошо. Кофейня. Завариваем себе кофе, и вам сейчас сделаем тоже. Попьем чайку. Плюс большой то, что выращиваем сами корма, то есть не попадаем на то, что покупаем. Себестоимость ниже, да, производство мяса. Но если так вот стартовать, допустим, людям, да, примерно можно сказать, что на 3-й год окупится, то есть уже. Мало людей, на самом-то деле, сейчас молодежи именно интересуются сельским хозяйством и что касается на земле работы. Причина основная, я думаю, то, что да, здесь труд тяжелый. Те, кто не привык, они навряд ли будут этим заниматься. В основном сейчас мир так построен и идет в том направлении, чтобы люди ничего не делали, а были просто как роботы потребляли, которыми легко управлять. Поэтому в основном так все в этом русле идет. Мы не относимся к тому поколению, которое сейчас растет, Да. которое сидит целыми днями в телефонах, за компьютерами. Да. И интерес только смотреть в экран, и все. Да. Кто отдаляется от природы, природа сама наказывает, выбраковывает, поэтому тут закон срабатывает, и человек вырождается, и труба ему приходит. Поэтому нужно быть с природой вместе, понимать, но чтобы понимать, это нужно находиться с ней, вот эту грань чувствовать. Животными занимаемся, это природа, и мы рядом с ней. Вот так вот. Ну что там, одной матке сегодня плохо стало. Видите, жених ухаживает за ней рядом, подбадривает ее. Вставай, говорит, видите, ее толкает, вставай, хватит лежать, видите? Как животные, насколько они друг другу заботятся. Практика у нас... Как и у ветеринаров, как и у зоотехников. Да, и у агрономов, то есть сейчас уже все вместе. Они бывают в день по 20 рожают, поэтому надо тут с каждого. Бывает вообще одна рожала, то есть и роды принимала, она не может родить. Ягненок большой, то есть плод большой, он, получается, как вылазит. По своей природе это передними лапами вперед, получается, вылазит на мир, смотрит. И она не может тужиться, то есть кричит о помощи. Мы прибегаем с Русланом, держим, и я беру за эти копытца передние, так вытаскиваю, и он вылетает.
И она берет и просто кидает его, как будто ей не нужно. Я говорю, иди сюда, мы ее поймали, все тоже. Воспитали ее 2-3 дня, и как миленькая. Вот такие дела. Когда нужно, ну, мы консультируемся, да, есть вопросы, интересуемся. звоним знающим людям. Вот у нас эпидемия была. Был вариант, что мы вообще просто всех коз потеряем весной. Ну вот с силами, опять же, не интернета совсем, а знакомства с ветеринарами российского масштаба. То есть они отвечают на наши звонки, они знают, что мы фермеры. У них есть опыт, у них есть оборудование, делают УЗИ коровам. Я когда рассказываю где-нибудь, что мы делаем УЗИ коровам, это вот такими вот глазами смотрят, а кто к вам приезжает? Я говорю, да вот такой-то. Это же прям вот высший пилотаж, и он к вам приезжает, там 4 коровы, посмотрите. Да, приезжает. Это заблуждение, что на все вопросы есть ответы в интернете. Это вот больше для поколения помоложе, которое, видимо, и нигде не училось, и в этом Гугле живет, и пытается там найти ответы. Нет, нормальных, профессионально глубоких ответов в интернете не сыщешь. Знаешь, о чем речь, а предмета самого не знаешь. Вот есть замечательное описание этому профан. Вот Google — это та же самая профанация. Особенно с животными, особенно вот с ветеринарными какими-то вещами. Никакой интернет тебе в жизни не поможет. Если вот ты такой же, как мы, и вот решил, что я пойду сейчас в банк, там, как это сейчас называется, замучу бизнес. У нас на глазах таких бизнесов замутилось и погибло огромное количество. Мы же, видите, передовой на виду у всех. На нас многие смотрят, пытаются скопировать, как мы работаем, да, от самого начала до самого конца. Ни у кого не получается. Модель вот нашего скромного бизнеса такая, что просто сдохнуть проще. Мало кто сюда придет. Вот. Ну, по желанию собственному очень мало таких людей. Конечно, чтобы заняться полностью как бы таким делом, это мало людей будет из молодежи, которые пойдут на это. Вот поэтому здесь выбор нужно такой сделать, а я так смотрю по современности. Есть нормальные у нас ребята, друзья, которые, если что помочь надо, они приезжают, мы их берем, то есть они с радостью нам, которые, как и мы, привыкли тоже трудиться, понимаете? Они могут здесь нам что-то помочь. К труду с детства я привык, как бы под зернометом, то есть зерно лопатой кидал. И машины сопровождал, когда лет 7, 8, 10 было, то есть ездил. И подметал, то есть я знал, что сельским хозяйством я буду заниматься в будущем. Это, я считаю, все как бы большая система, которая взаимосвязана. Мы выращиваем, то есть зерно, это уже агрономия. И как бы это все тесно связано, я думаю, что это как одно целое, понимаете, животные, земля, растения, вот так вот. 12,6% влажности, то есть это абсолютно сухое зерно. Ну, это как раз кондиция, при которой хранят зерно. Да. 12,6. Алло, здравствуйте. Я в полях, это сейчас не очень удобно. Хорошо. Алло? Да, Александр, здравствуйте. Ну что, готово? Я думаю, да. Алло? Ну, как в прошлом году, 9,50, 9,70, край. С НДС. Я не мог себе представить в сельском хозяйстве. Я решил найти ребят молодых моего возраста, то есть 30 лет плюс-минус, которые уже тут. Получилось. Я с ним начал встречаться, я был так поражен вот именно тому, насколько у них широкий кругозор, насколько они перспективные, насколько они на все смотрят. Понял, что я хочу быть тоже как они. И тоже в этой сфере я хочу также много знать, заниматься, по сути, крепко стоять на ногах. Мне это понравилось. Сейчас, извините. Алло. Да. Ну, супер. Спасибо. Чего я лишился? Во-первых, я был руководителем все-таки в международной компании, производящей товар народного потребления. Была большая команда, там 183 человека в подчинении, вот. А тут совсем по-другому. Целых человек 12, наверное, наберется. И то это много считается. Лишился отглаженной рубашки белой с костюмами, галстуками каждый день.
Кстати, я это любил, это было красиво. Корпоративного транспорта точно я лишился. Кофе и кондиционера в офисе. Тут подчас ты с собой носишь несколько комплектов одежды, чтобы сменить их, потому что очень жарко. Понятного графика, что я сегодня делаю то, послезавтра это. Такого нет. Вот этого я лишился. Этого да. И вообще не жалею ни капельки, извините. Хотя иногда на встрече, например, с банками костюм я надеваю. Кто-то хочет там быть, я скажу это слово, блогером, да? Кто-то хочет работать с нейросетями, да? Кто-то хочет тусить в барах и так далее. На самом деле в сельском хозяйстве все это есть, потому что, цифровые технологии здесь сейчас очень серьезно развиваются, и более того, они еще сюда приходят. То есть если куда-то они уже пришли, все ниши заняты, и ты там ничего не можешь делать. Здесь они приходят, и наоборот, если ты открыт к этому, тебе каждый раз обращаются, так, а что мы можем для вас еще сделать? Постоянно спутники. То есть оценка, и каждый день оценка через спутниковые снимки полей. Кстати, еще дроны. Дроны, что сейчас очень позволяет. Во-первых, обрабатывают культуры. Очень удобно, потому что быстрее, короче, автоматизировано все. Другой момент то, что нужно не только собрать данные, нужно еще им пользоваться. И вот это вот не все умеют. И не все понимают, что мне с этим делать. Опять же, мой опыт предыдущей работы помогает в этом. Я знаю, как это использовать, как можно прогнозировать, как использовать данные, как их анализировать, как построить математическую модель и спрогнозировать дальше, что это будет. Это очень интересно. То есть ты можешь быть частью всего этого. А с точки зрения тусовок, в сельском хозяйстве как нигде, вот у меня до этого в офисе такого не было. Постоянные мероприятия, поездки, дни поля, общение, выезды. Мне даже кажется, это вот в офисе все сидят в своих клеточках, они вроде бы общаются у кулера, да, или у кофемашины. Вот, но это факт, да. Но то, когда ты приезжаешь там к другу на поле, проводите даже несколько дней, такого в офисе не было. А тут есть. Спасибо. У нас просто тут уборка соя началась, поэтому, сами понимаете, 11.50 вот в этом районе я готов продавать. Учтите, что у меня уже предоплачено за 250 тонн. Хорошо, счастливо. Я отвечаю только тем, кто звонит больше 2 раз. А то так было бы совсем сложно. В сельском хозяйстве 2 умения: вырастить урожай и продать урожай. Вот это вот независимые вещи одинаково важны. Многие, к сожалению, вторым, так скажем, пренебрегают, и поэтому много недозарабатывают. Мы специально подгадываем, тогда убираем раньше, чем остальные, когда на заводах уже нету, а у тех еще нету. Поэтому вот этот плюс можно поймать. Вот как вы сейчас видите, почему так многие приезжают и звонят. Через 2 недели это уже будет никому не нужно. Зерно – биржевой товар и очень волатильный. И поэтому, извините, пожалуйста. Сельское хозяйство вообще все в мелочах. Ошибка на каком-то одном этапе может привести к потере урожая. Почему так и нужно знать, понимать или иметь доступ к тем, кто знает и понимает. Бондарев Сергей Иванович, мой партнер, старший, как раз с кем кто меня сюда и притащил. Он же одаренный человек, он не простой человек. Он все-таки в теннис не может меня обыграть, ни в настольный, ни в большой. А в го он меня делает, поэтому... И все-таки у него же подходы, он же как бы обучен всем вот этим вот продажам. Это что же талантов, это не так просто. Ну и вообще это труд-то, как вам сказать, это богоугодное дело-то, что мы делаем. Вот мы с ним вдвоем кормим полк. 4-5 человек. Это что за подразделение такое? Это, наверное, 1,5-2 полка. И сейчас, вот если посчитать, вроде как мало тут людей, а вот у каждого механизатора, у каждого есть семья, у каждого есть дети, у детей есть внуки. Понимаете, да? И все это вот от земля кормят. Что может быть лучше? Что может быть лучше? Придумайте. Любой фермер, в принципе, достойный человек, человек-практик, он может все. Он сталкивается и с банками, и со строителями, и с торгашами, и с налоговой, и с милицией, и с полицией, и с бандитами, и с кем угодно. То есть это человек практически, как сказать, готовый ко всему. Вот идет наш корабль. Рязань звонила, пока 10 рублей самое большое. Ну ладно, Никит, я тогда поеду. Хорошо. Мне кажется, разница в том, что если стремление к какому-то созиданию, наверное. Можно просто что-то делать, да, грубо говоря, тоже польза, безусловно, а можно что-то произвести. То, что я что-то могу сделать для людей хорошего, еда,
опять же, польза, это для меня очень важно. Куда я хочу пойти с точки зрения там, дальнейших своих шагов? Хочется быть таким флагманом для остальных хозяйств в стране, да? Возможно, что-то на себе пробовать, через себя пропускать, говорить: ребят, вот это работает, это не работает, пробуйте вот это, быть вот тем, который экспериментирует над новым, пробует новое, пока оставляя за собой только самое лучшее рабочее, и чтобы этим могли пользоваться другие. Вот этим мне интересно заниматься. Даже сейчас на небольшом хозяйстве. Возможно, в будущем получится расширить горизонты. А это все, не знаю, что построим что-нибудь здесь. Например, место, куда вас в следующий раз приглашу, посидеть, кофе попить, а не просто постоять в поле. Соня готовит, поэтому она первая встает. Быстро несется в козлятник, берет яйца, сразу тут же омлет там с картошкой. Вот наш завтрак фирменный. Вот наш шеф-повар. Я готовить не люблю, поэтому... Даже есть козочка, ее зовут Лентяйка, потому что когда она была маленькая, она не щипала сама траву, ей надо было сорвать и дать. Вот это София, вот это Мария, вон Мыша, это Тучка. Где Т2? Т2 нет. Там уже. Вот, смотрите, козы сами пришли, и даже не надо звать их как-то, кричать. Сами по распорядку. Я точно так же, ничего абсолютно, ноль был. Я видел, как растет. Ну, как в Сибири вот он растет. Никогда ни теплиц, ничего не было. Ну, все же пришло, научился там, того. Факт остается фактом, что люди все равно хотят кушать натуральное. До автоматики все доходит. Уже и сам точно так же знаешь, как делать, что делать, зачем делать. Вот эти уже пасынки не трогаем. Это уже сейчас дойдет сюда, перекинем голову, и вниз голова пойдет. Вот так вот иногда зайдешь в теплицу, и дел еще куча. И идешь. Вон, помидоры же еще есть. Это не коммерческая теплица. Ну, чтобы было. Помидоры это было вообще первое, с чего начиналось. Ну, мне нравится вот такими вот делами. Эту теплицу как бы вообще никто сюда не заходит. Ни полоть ее, ни посынковать, ничего. Да, мне самому нравится. Вот вечером где-то остался, где-то время появилось, сразу зашел, сделал все. И зато как, приятно угостить. Есть многие, кто не работает физически, как они объясняют. Тут у меня хозяйство большое, мне и так надо все успеть. Ну, я, в принципе, и так везде все успеваю. Плюс и поработать. Да. Здесь поначалу было очень сложно, потому как, я видел, с машины проезжаешь, теплицы стоят, да. Вот теплицы стоят, выращивают. Да что там не вырастить, да, пожалуйста, заходи, бери, выращивай. А когда ты окунаешься, то это уже... Я и людей вообще никому не знал. Мало того, что просто в Краснодарский край приехал, да, в принципе, никому, а просто приехали. В пустыню десантировались, и все. Если человек, ты себя ведешь по-человечески, то и к тебе будет отношение такое же самое. Была у меня, скажем, знакомая агроном Виктория Владимировна. Она меня научила этому. Но у меня нет ни одного полива без гумата. У меня внуку 5 лет. Тот же огурец вот он сорвал и ест сразу же. Здесь есть гора рядом, Сабербаш. Ну, раз в месяц я точно на ней бываю. Просто так один поеду, посмотрю. Вид замечательный. Тянет все равно к природе. Особо человек я не горный и никогда не был в горах, да. А вот уже, наверное, 4-й год. Стабильно, раз в месяц, зима, не зима, погода, не погода, всегда сюда. Красота. Да и только. В мыслях никогда не было заняться сельским хозяйством.
Может быть, всю жизнь человек в офисе просидел, вроде бы там семья, дети, отпуск, море, съездить, там еще что-то. А попал на землю, и он совсем другим человеком себя начал чувствовать. Может быть, там хозяин своей земли. Перфекто. Да, вот. Вот так. И вот так. Держите, первая порция. Еще голая была земля. Как бы участок я купила, который, он был вообще пустой, на нем была только развалившаяся там старая баня, в которой мы держали первого козла. Постепенно ты это изменишь, постепенно ты вот это уберешь, сделаешь другое. И ты уже себя не насилуешь тем, что вот, ничего, все, как бы, картинки нет, да, все не идеально. А ты, наоборот, смотришь, например, на эту развалюху и думаешь, ну вот еще вчера, например, здесь была вот еще одна развалюха, но сегодня ее уже нет. Придет день, когда и этой не будет. Оценивать, да, то, что ты сделал, не потому, как вот сколько тебе нужно еще до твоей там мечты идеальной, а потому, насколько ты к ней приблизился, да. То есть если ты реально видишь, что у тебя с каждым годом что-то новенькое, что-то становится лучше, ты видишь, ну как бы, что ты растешь, что вот в прошлом году этого не было, сейчас это есть. В прошлом году этого не было, и в этом году есть. Все, значит, как бы ты двигаешься, все спокойно, все в своем темпе. Мне многие говорят, ну что тебе сложно, ну возьми кредит, там, ну не знаю, господи, ну возьми какого-то инвестора, Свет, ну тебе же как бы люди верят, то как бы вообще без проблем, у тебя столько знакомых, они тебе даже вот, ну как говорится, просто вот через пару месяцев, значит, у тебя уже в 2 раза больше коз, в 2 раза больше молока, и давай, дерзай. Я говорю, ну подождите, ребят, ну тогда это будет уже, я буду директором какого-то производства, я буду нацелен только на финансовый результат, потому что мне эти деньги надо возвращать, потом это будет уже не моя скорость. Я уже не смогу там, например, совмещать это так, да. Но если это будет вот постепенно, как это эволюционно, то это будет, вот, значит, это мой путь. Мы еще как фермер, я бы сказал, еще и не состоялись. Мы осваиваем нам только эту профессию. Мы просто достаточно яркие и на виду только набираемся опыта. Любовь моя, ты скажи мне, мы набираемся опыта? Или мы с тобой уже фермеры? При желании, вот видите, я тоже стартанул, то есть я защитил бизнес-план свой, и государство поддержку оказало, поэтому в наше время многие моменты реальны. Мне это нравится, и, надеюсь, сделаю что-то хорошее с этого. Кайф в чем? А кайф, ну, вы видите же, в чем кайф. Как вот его можно не видеть? Вот же он, вот они, детишки, с нами растут. Это же все наше. Пойдемте, я вам покажу, пока солнце не зашло. Вы увидите, какие у нас перспективы. Вы поймете, зачем нам это все надо. Сыром займусь пока. Никогда не думал, что такими вещами буду заниматься. Приглашаем по мере поступления денег экскаватор, поднимаем эту территорию. Желающих приехать пожить на ферме денек-другой с детишками огромное количество, нам негде их размещать, мы отказываем. Сейчас мы вот так вот все соединим, разровняем. Мечтаем о том, что мы превратимся в какой-то небольшой такой очаг, местность, которая будет принимать людей в качестве волонтеров, которым будет интересно приезжать, пожить, поработать, найти таких идейных друзей. Все с разговоров начинается. Разговоров нет, мечты нет, так и движения нет. Еще иногда посмотришь, вот в той стороне где-то как дорога есть. Все равно куда-то же ведет. Но каждый живет как хочет. Ну так ведь? Или нет? Что посоветовать? Так, если человек хочет так жить, ну, работать, стремиться. Привет, Синя! Короче, много так произошло летом, да? Мы знаешь, где были? На ферме работали. А что делали там? Ну, волонтерили, коз пасли, да. А доили козу?
Доили. Молоко у них вкусное, вот ты пробовала? Да, конечно, пробовала, очень вкусное. Вообще это была то ли первая, то ли вторая история, что приезжают волонтеры именно вот на ферму, а мы самыми молодыми были и самыми долгосрочными. Типа там больше недели никто не задерживался, и мы на месяц приехали. Вот. Приезжайте. Как вы приедете? Все. И хорошо проведем время. Да, Ну вот весной можно. Да. Мы да, как раз если собираемся. будет хорошая погода, будет круто. Привет! Приехали снова. Да. Привет. Так, ну что, козам или сначала домой? Нет, козам. Козам хотим. Козам. Ну, пошли. Что я думаю, надо сырика порезать. Да. Раз уж вы доехали, мы сейчас тут... О, это, Это козик? шестимесячный. Нет, это манчега. Это новое что-то? Мы не пробовали. Мы не пробовали. Смотри. Вуаля. Это ноу-хау какое-то? Смотри. Круто. Коза. Так, ну что, летом-то следующим приедете? Да, конечно. Зовите. Вкусно. Очень вкусно. А мы собираемся весной приехать на волонтерство. На весенние каникулы. Мартовские. Мартовские. Когда родятся как раз. Да. Когда малышей родятся, кормить. да-да-да. Это прям тема. Вот тогда очень нужны. Ну, друзей зовите. Ладно. Можно же прям так это прикольно потусить. Да, мы приедем обязательно. Потому что ребята тоже вас ждут, и вас готовы. Это с вами они готовы. Работать. Сотрудничать. Потому что да. Максим тоже. Это точно. Он нас был рад видеть, мне кажется. Да, я думаю, С да. третьим вопросом. А что приперлись? Это высшая мера радости. Да, но он даже нам руки пожал. Я считаю, что это успех. Да. Ну, смотрите, следующим летом у меня планов-то вообще громадье. Ну-ка, расскажи. Ну, я думаю, что надо поставить здесь палатки, чтобы люди могли оставаться на ночь. Типа палаточного городка. Ну, типа, да, я хочу развить тему по поводу козырей. Я вообще благодарна. Приехав сюда, я как вот отдохнула, глотнула свежего воздуха, еще раз осмыслила все свои там мечты и, скажем так, хотелки, и поняла, что если двигаться, то только то, что к душе ближе. Я посмотрела на людей, которые здесь работают, которые имеют образование на самом деле за спиной своей жизни, но они все равно решили посвятить себя фермерскому хозяйству. И это все замечательно. Я хотела, чтобы каждый человек имел профессию, которая ему по душе, которая у него на сердце.